Он проверил мобильный телефон своей погибшей жены, и то, что он изобрел, разбило ему сердце. Несмотря на все наши усилия, мы смогли сохранить ее. К сожалению, не удалось спасти жену, она ушла. Несколько раз в день Дэвид прокручивал в голове эти ужасные слова. Вы рождаете его прекрасную дочь, но он даже не мог смотреть на нее после выписки из больницы, он был так опустошен, что его любимой жены Джоанны больше не было в живых. К счастью, мать Дэвида помогла ему в этой трудной ситуации и подходила как нельзя лучше. На ребенка у Дэвида осталось только это. Но однажды его матери было достаточно, и она приказала ему немедленно обратиться к терапевту, и он согласился пойти к одному, чтобы преодолеть свое отчаяние. Наконец казалось, что это не конец туннеля, и хотя слова доктора все еще звучали у него в голове, он все еще чувствовал себя так, как будто это не конец туннеля, потому что уже не влияет так, как раньше. Как и прежде, его мать гордилась им, но Дэвид все еще не ждет, чтобы взять на руки своего ребенка. Сейчас он все еще работал с терапевтом. Джоанна перебирала вещи, сортировала их, а некоторые жертвовала на благотворительность. Он даже не притронулся к ее больничной сумке с тех пор, как она принесла ребенка домой. Ему было слишком больно. Но впервые за 3 месяца он наконец набрался смелости, чтобы открыть ее. Он открыл и в кармане нашел свой мобильный телефон. Там батарея уже разрядилась и с тех пор не заряжалась. Он застрял в соломенном человеке и начал рыться в ее одежде. Через час он снова потянулся к телефону и заметил несколько пропущенных звонков и несколько сообщений на ее мобильный телефон. Сообщение сначала поздравляет его, потому что некоторые друзья Джоанны знали, что они уже использовали их, но одна из ее подруг по имени Мелисса продолжала писать СМС даже после того, как известие о ее смерти достигло всего ее круга общения. «Я не единственный, кто скучает по ней», — подумал Дэвид, когда он услышал сообщение. Звук был счастлив, что у его жены были отличные друзья, но что-то в тексте Мелиссы смущало его. Дэвид не понимал, что Джоанна умерла от неожиданного осложнения, но что-то в этом сообщении казалось странным. Как будто Мелисса знала, что Джоанна умрет при родах. Ему нужно было узнать больше, поэтому он прокрутил вверх, чтобы перейти к началу ее сообщений. Большинство новостей было о беременности Джоанны, как она была взволнована, как это было восхитительно. Как будто ее ребенок будет самым лучшим и красивым в мире. Но через несколько месяцев все встало на свои места. Врачи сказали ей, что у нее высокое кровяное давление и она может подать заявление. Врач сказал ей прервать беременность. Джоанна не могла позволить этому ребенку умереть. Это была ее самая большая мечта стать матерью, сказала она. Дэвид не мог поверить, что его женщина рисковала своей жизнью, несмотря на предупреждение врача, чтобы доставить ему удовольствие. Это было правдой, он отчаянно хотел стать отцом, и теперь ему было стыдно, что он не прикасался к своему ребенку с тех пор, как попал в больницу. Он схватил свой собственный телефон и позвонил его маме. «Мама, верни мне ребенка, я готов». Слава богу, пожилая женщина Дэвида мама подняла меня и чуть не заплакала. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.